Всем привет! С вами как всегда Денчик и его старые дырявые кубики из серии Техник. Мое взрослое увлечение коллега началось как раз с этой серии. И я уже очень давно хотел сделать какой-нибудь ролик про старый набор из этой серии. Ибо наборы в некотором количестве или лежат у меня в ящиках, или я могу их собрать по запчастям из своей коллекции. И выбор пал на набор 8480 сразу по куче причин. Во-первых, этот набор лежит у меня в загашнике уже больше 3 лет. Еще в марте 2021 года я заказывал его к себе в Москву. Обошелся он тогда для меня в 200 евро, и это, наверное, до сих пор одна из самых моих дорогих покупок на Брикринг. И, кстати, это один из 2 наборов, которые я сходу увез с собой в чемодане из России в 2022 году. А собирал я тогда с собой все только самое необходимое. Во-вторых, в этом году Lego выпустила подсерию Космоса, в рамках которой наборы серии Техник тоже представлены. И, на мой взгляд, эти наборы порой имеют сомнительную ценность. Нет, конечно, если вы хотите показать фанаткам серии Friends, как в преддверии совместной игры удлиняется ваш космический внедорожник, то, возможно, эти наборы как раз для вас. Да, новые наборы Космоса кросс-серийны, и будучи, например, обладателем Техник наборов, можно заниматься стыковкой с фанатами City и Friends в любых конфигурациях. И даже в дупло можно. Но мне кажется, что не такой космос нам нужен. И да, вот эта вот недосолнечная система в миниатюре выглядит достаточно интересным набором, но делает это по большему счету только за счет того, что она не машинка на 4 колесах, или сколько там колес бывает у машинок. Ну и в целом, возможно, просто я видел реальные механические модели, интересные техник наборы, да и в целом просто зажрался. В-третьих, Lego не так давно заявила о прекращении выпуска B-моделей к наборам. А это, я напомню, альтернативный вариант сборки для коробочной модели. К старым наборам даже физическую инструкцию в коробку добавляли в жирные времена даже больше, чем для одной модели. А наш набор шаттл обладает сравнительно интересной B-моделью, на которую обзор, кстати, уже был. В-четвертых, набор оснащен системой волоконной оптики. И при условии, что остальные наборы с этой системой на моем канале мы уже так или иначе затронули, то было бы прикольно добить тему до конца. Ну и наконец, в-пятых, тут где-то рядом День космонавтики, почему бы не привязаться к нему. Этот текст я пишу в апреле, а видео такое по классике выходит в октябре 2025. Так, набор является флагманом 96 года, вот у меня даже разная макулатура это подтверждающая есть. И состоит чуть более чем из 1300 деталей, среди которых есть разная электрика, пара моторов, провода, электроплейты, переключатели, большой батарейный блок тех лет и оптическая система. Механики тоже очень много, десятки осей и шестеренок, резинки, шкивы, муфты для переключения передач и амортизатор на сдачу. В общем, скучать за сборкой данного набора нам явно не придется. Немного лишних деталей после сборки у меня осталось, и если буши я мог навалить с запасом при ревизии набора или где-то забыть поставить при сборке, то несколько деталей явно используют только в B-модели. В наборе очень много белых деталей, больше белого я видел только в наборе 42100. И многие из нас видели, в каком виде до наших времен чаще всего доходит пластик белого цвета. Даже если вы не фанат Lego, вы наверняка видели старую технику, например. Пластик желтеет. Набор, оказавшийся у меня, не стал исключением, и я взялся его отбеливать. Первый заход у меня, кажется, был около пары лет назад, и тогда некоторых результатов я достиг, но результат не закрепился. В этот раз я использовал уже 50% перекись водорода и сильное ультрафиолетовое излучение из вот такой вот самодельной камеры, и приступил к сборке почти сразу. Правда, после сборки набор почти полгода провел на полке без доступа прямых солнечных лучей, тем не менее. Про сборку еще до ее начала можно сказать, что она весьма непростая. Наборы тех лет этим славились в целом. А тут еще у нас и длинные провода, почти без намеков на то, как именно их нужно укладывать внутри конструкции. Фатальнее в старых наборах могла быть только пневматика, для которой нужно было вручную нарезать шланги нужной длины. С таким я сам пока дела не имел. К слову, у меня 2 инструкции разной степени сохранности, и сборка осложняется еще и тем, что многие детали имеют механический износ. Например, в моем экземпляре слегка скручены некоторые оси. Но, кроме этого, с чем сталкивались, скорее всего, большинство любителей старого техника, это трескающиеся старые детали, особенно вот такие шайбы. Трещины на окружностях мне хорошо знакомы, поэтому в моих аптечках для старых наборов есть разные виды подобных запчастей. Иногда довольно критично, чтобы колечко было в тонусе. Но в целом во многих местах вполне можно использовать и треснутые детали. Проблемнее треснувших шайб может быть только треснувшая резиновая оболочка проводов. Мне повезло, осыпался только один провод. И у меня был пакет купленных по дешевке на eBay проводов, где я нашел работающий экземпляр нужной мне длины. И если будете собирать подобные модели, проверяйте провода заранее.
Я, например, этого не сделал, и мне повезло, что нерабочим оказался провод от блока питания, который сравнительно легко заменить на уже собранной модели. Хотя кроме провода у меня были косяки с механикой, например, и там уже пришлось разбирать кабину, чтобы поковыряться с шестеренками и осями для починки механизма выброса шасси. Также в прошлом ролике я говорил, что этот набор можно считать полноценным электромеханическим конструктором, и в этой модели потенциал раскрывается во всей красе. У нас тут всего две сугубо механические функции – это управление элеронами и управление шасси. Наверное, к механическим функциям можно отнести и возможность катать модель, делать это приятно, как, впрочем, приятно теребить любую большую податливую модель. Руля только вот не хватает. Электрических функций у нас ощутимо больше, за них отвечает уже упомянутый выше батарейный блок, мотор без редуктора, микромотор, 2 переключателя и система волоконной оптики. Последний звучит пафосно, но по факту это просто небольшой излучатель света с несколькими отверстиями. И тут я покажу все в деле. Основной функционал крутится вокруг грузового отсека, тут у нас есть возможность открыть створки, поднять стрелу крана, повернуть этот кран и раскрыть солнечные панели на спутники. И все это сделано почти 30 лет назад на очень слабых моторах. Большинство функций висит на большом моторе, и выбор функции осуществляется переключателем. И да, на переключателе и на вот этих ручках должны быть наклейки, но у меня их нет. Внутри все реализовано на муфтах сцепления. Муфты для выбора функций, кажется, использовались в этом наборе в первый раз, хотя деталь не новая и была как минимум в суперкаре парой лет раньше. В комплекте есть второй переключатель, но в LEGO решили, что в этой модели больше одной функции за раз включать не следует. Переключатель активирует одну из 4 функций. 2 это кран, 1 отсек, а последняя включает излучатель, который имитирует вырывающееся из дюз пламя. И да, тут есть классические стулья, но фигурок в комплекте нет. Да и других намеков на масштаб минифигурки тут не наблюдается. А еще мотор в кабине делает его родственником пазика. И уже на этапе монтажа ролика я осознал, что шаттлы-то уже больше 10 лет не летают, и, наверное, кто-то может об этой чудесной программе и не знать. Для тех, кто вдруг не знает, шаттлы — это такая космическая программа, собственно, главной частью которой является многоразовый космический корабль. Да, в 2024 году это звучит как норма, но когда-то корабли не были многоразовыми. И, собственно, вот шаттл — это такой яркий представитель, наверное, первой этой категории. В русскоязычной среде многие могут знать про программу «Буран Энергия», которая вдохновлялась явно американской программой «Шаттл». И, соответственно, космическим кораблем в этой программе был корабль «Буран», который максимально внешне походил на корабль Space Shuttle. Вот. Но в отличие, к сожалению, от американской программы, где шаттлы, летающие в космос, сейчас стоят где-то по музеям, от программы «Буран Энергия» не осталось ни черта, ни инфраструктуры, ни летавшего в космос «Бурана», ни даже, например, самолета «Мрия», который этот «Буран» был в состоянии перевозить. Не знаю, какие можно делать выводы по этой модели. Если коротко, то это однозначно один из самых интересных наборов за всю историю серии «Техник». При этом «Техник» тогда хоть и был отдельной серией уже почти 20 лет, но он все еще не так сильно расходился в механиках сборки и деталях с основными сериями конструктора. И от этого проделанная работа воспринимается еще круче. О культовости набора, наверное, может сказать его цена от примерно $200 за экземпляры в не самом лучшем виде. Для набора середины 90-х это так неплохо. Ну и в набор, скорее всего, придется вложиться, об этом чуть дальше. Еще я хотел купить коробку для обзора, но цены от $40 меня остановили. Ну, а коробка в комплекте с девственным набором обойдется вам от $700 и выше. И такие траты гарантируют вам только то, что набор никто до вас не трогал. Все остальное сильно зависит от условий хранения и воли высших сил. Даже запакованный пластик в теории может пожелтеть. Резина на проводах запросто трескается, даже в новых пакетах. Резинки могут рассохнуться, хотя вроде бы в этом наборе для них уже используется не резина, а силикон, но это так, полагаясь на свои тактильные ощущения. Моторы имеют свойство заклинивать, а контакты, в том числе внутри переключателей и моторов, могут покрываться окислом. Я не пугаю, просто предупреждаю, что если захотите повторять опыт сборки этого набора, а пережить этот опыт я всем рекомендую, то лучше позаботиться о комплекте запасной электрики. И о других деталях, которые любят выходить из строя, разумеется. Я на самом деле восхищался набором еще до сборки, обзоры смотрел, инструкции листал, детали в руках крутил. Ну и кроме того, можно сказать, я закрыл абстрактную цель по обзору на все наборы с оптоволоконным излучателем. Остался только не самостоятельный набор дополнения, который вы могли видеть на стриме. Ну и раз уж на то пошло, то оптика в целом на этих 4 наборах не заканчивается. Несколько другие трубки использовались, например, в наборах Spybotix. И еще
еще в каких-то там моделях без продвинутой электроники, просто со светящимися кирпичиками. Да и доделываю я этот обзор в момент, когда и в техник оптические элементы вернулись, пусть и в более простом виде. Ах да, чуть не забыл. Я же начинал с того, что неодобрительно высказывался в современном техник-космосе. Мне он не нравится скорее как взрослому фанату. Это красивые игрушки, которые, безусловно, привлекут ребят лет так от 8, ну, в зависимости от опыта. И будет круто, если кто-то из этих ребят заинтересуется или серией техник, или космосом благодаря этим игрушкам. Но вот куда им идти дальше с их интересами, я не понимаю. В среднем сегменте ничего кроме машинок нету, а топовые интересные модели стоят так дорого, что по цене самого крутого липхера официалов можно купить запечатанного героя сегодняшнего обзора. Выводы я не делаю. Кто-то скажет, что на $700 вообще нужно набрать полибэгов по Animal Crossing и будет прав по-своему. Все получают удовольствие от игрушек как умеют. Ну и, кстати, если говорить о космосе, то я вот этот кусочек дописываю уже в октябре, и судя по наличию вот таких вот наборов, это уже просто саббренд. Хотя вначале будто бы главенствовала идея о том, что можно объединять наборы из разных серий. Ну и еще 5 копеек занимающим техники. Из технологий древних у нас осталась в ходу пневматика. Прям так и вижу, что в техника-отделе на высокой позиции сидит какой-то олд и держит эту тему на плаву. У меня всего пара наборов на пневматике. В последнее время я смотрю на такой вот скидер, и хоть он кажется простеньким, но вот есть это желание пневматики, порой хочется прямо в руках сжать какой-нибудь напряженный поршень. А мы с вами прощаемся. Я, правда, не знаю, когда выйдет этот ролик. Собрал модели из About Астана я в апреле 2024 года. И даже где-то летом записывал озвучку, но там я был какой-то вялый, что жутко. Но если вы смотрите это, значит ролик таки прорвался через все препоны. И если он вам понравился, не забудьте поддержать меня лайком или подпиской куда-нибудь. Пойду соберу чего-нибудь еще. Увидимся.